Привет всем, меня зовут Настя, и сегодня у нас будет небольшой гастрономический выпуск. Я бы хотела вам показать некоторые продукты, которых нет в России, но которые в Аргентине продаются повсеместно, и для них это самый обыкновенный продукт, а для нас, иммигрантов, это что-то необычное и интересное. И если вам понравится этот ролик, то я могу снять еще больше роликов на эту тему. Обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам, напишите, что бы вы хотели больше узнать про Аргентину, и я постараюсь развить эти темы в следующих роликах. Итак, с чего мы начнем? Конечно же, с самого важного, что есть в Аргентине, что в первую очередь, что является просто, не знаю, житницей Аргентины, у нас главное это хлебушек. Хлеб на столе это самое важное. Что же в Аргентине самое важное? Вы не поверите, но это вареная сгущенка. Здесь она называется dulce de leche, и она является просто культовой вещью в Аргентине. То есть даже в 2003 году Аргентина подала в ЮНЕСКО запрос о том, чтобы сделать dulce de leche культовым продуктом. Когда я жила в России, я не очень любила вареную сгущенку, но почему-то в Аргентине варенка мне прям очень-очень заходит. И если вы переезжаете в Аргентину, то, к сожалению или к счастью, вам придется столкнуться с dulce de leche просто на каждом шагу. Собственно, переводится dulce de leche как сладость из молока, и здесь продается dulce de leche в разных вариациях, красивых баночках, некрасивых баночках. Данный вариант это самый масс-маркет, то есть такая баночка стоит 2000 песо, это по сути 150 рублей, это очень-очень-очень дешево. Наверное, одним из самых удивительных моментов является то, что купить обычную сгущенку не так просто. То есть она здесь продается в маленьких упаковочках, по крайней мере у нас в Кордобе, там в обычных магазинах, и она стоит прям намного-много дороже. То есть такая маленькая баночка стоит где-то в 2 раза больше, чем вареная сгущенка. Так, открываем эту вкусняшку. Вот такая вкусняшка у нас тут. В принципе, ничего особенного, это обычная вареная сгущенка. Я уже не помню вкуса вареной сгущенки, который был в России. Мне кажется, все-таки она отличается, но чтобы почувствовать разницу, нужно, конечно, здесь поставить обычную сгущенку российскую и эту сгущенку и сравнить их. У меня, к сожалению, такой возможности нет. Такая штука очень-очень вкусная. На мой взгляд, эта вещь очень простая в изготовлении, особенно в массовом изготовлении. И, конечно, очень распространена в Аргентине. Так, пробуем. Честно говоря, очень вкусно. Очень-очень вкусная штука. Вообще, многие аргентинцы считают, что за пределами Аргентины dulce de leche не существует. И когда я говорю, что у нас в России тоже есть сгущенка, и она тоже очень популярная, они удивляются. Но вообще, вареную сгущенку придумали не в Аргентине и не в России. Ее придумал американец в 1850 году. И это было американское изобретение, которое потом перешло в Советский Союз и получила массовое распространение в нашей стране. Итак, следующей культовой вещью в гастрономии Аргентины является мате. Мате – это напиток, что-то среднее между чаем и кофе, то есть там очень высокий уровень кофеина. Я его не пью, потому что я просто потом не могу уснуть. И аргентинцы пьют мате просто постоянно, то есть у них это максимально традиционная вещь. И всегда можно встретить человека, который несет с собой термос. У них есть специальные сумочки для термосов и для мате.
На самом деле у меня есть интересная история, связанная с этим, когда в России проходил чемпионат, и к нам приехало огромное количество туристов со всего мира, и в том числе многие приехали из Латинской Америки. Я помню, я тогда впервые увидела аргентинца, который нес с собой вот такой вот термос, и то есть я видела какие-то там такие вот заварочки сверху в этом термосе. Я думала, что это такое, что-то очень странное. И мне показалось это любопытным. Но в Аргентине это вот повсеместная история. Следующей вещью, которая мне показалась любопытной в Аргентине, является вот эта вещь. Казалось бы, это просто обычная, самая обыкновенная кола. Но если вы посмотрите на нее поближе, вы спросите меня: Настя, а что же случилось с этой бутылкой? Ты несла ее в пакете с камнями, почему она вся поцарапанная? Что с ней стало? Все дело в том, что это необычная кола. Здесь много-много-много царапинок. Все потому, что ее потом можно сдать обратно. То есть, как только бутылка опустошена, можно отнести бутылку в магазин и купить уже следующую колу со скидкой. Таким образом, бутылки постоянно используются заново, они не выбрасываются. И, на мой взгляд, это очень-очень крутая вещь. Здесь очень толстый пластик, то есть эти бутылки могут использоваться очень-очень много раз. Так, я не знаю, получится ли у меня ее открыть, потому что не всегда получается. Ну, собственно, на самом деле это просто вкусная кола зеро. Не все, конечно, любят колу зеро, но мы предпочитаем такие более диетические напитки, поэтому, да, вкусно. Обычная кола. Такие бутылки продаются в пластике, в стекле. В стекле, конечно, выглядит очень так круто, мне нравится. На самом деле это здоровская идея. Можно просто приносить бутылки обратно и не выкидывать их, и они будут снова использоваться. Это, по-моему, очень-очень круто. Итак, следующим, на самом деле, у нас, наверное, с этого и нужно было начать, потому что это главный виновник данного видео. Мне просто хотелось попробовать аргентинской тушенки на самом деле, но она стоит прилично дорого. И я подумала, ну тогда надо снять видео. Да, надо снять видео. Такая баночка стоила 9500 песо, что примерно 750 рублей. Но я думала, что это говяжья тушенка. По факту это не говядина, это мясо козлика. Так что сейчас будем пробовать. Вот так эта баночка выглядит вблизи. Ну, пахнет на самом деле вкусно. Пахнет прям вот тушенкой. Чуть-чуть как будто бы добавлено, чуть-чуть как будто бы вкус уксуса присутствует. Честно говоря, это что-то странное, то есть оно совсем не похоже на российскую тушенку, оно одновременно и немного кислое, и очень пресное, что, в принципе, неплохо, это не всегда плохо, но это вкусно, но, мне кажется, нужно добавить немного соли, и будет прям совсем вкусно. Да, очень-очень неплохо, прикольно. И еще одним интересным продуктом в Аргентине является альфахор. Он может выглядеть по-разному. Есть альфахоры в больших упаковках, есть вот таких вот маленьких. Они продаются здесь абсолютно на каждом углу. Это сладость родом на самом деле из арабских стран. Альфахор с арабского — это великолепный, роскошный. Потом эта сладость приехала в Испанию, но в Испании она выглядит совершенно иначе, и в арабских странах она выглядела совершенно иначе. А в Аргентине она имеет именно вот такой вид, то есть это по сути что-то близкое к чокопаю, только в чокопае внутри что-то такое напоминающее маршмеллоу, а здесь это печенье или брауни с начинкой из дульце-де-лече или варенье или разных других сладких начинок. Так, давайте откроем, посмотрим, как, собственно, они выглядят.
Альфахоры бывают разные, бывают с белым шоколадом, бывают с темным шоколадом. В данном случае у нас белый альфахорчик и темный альфахорчик. То есть, ну, по сути, это несколько слоев печенья и начинка. То есть это что-то среднее между пирожным и печеньем. Вот такие вот вкусные штучки. И сейчас откроем вот эту упаковочку. Пахнет вкусно. Вау! На самом деле, первый раз покупаю такую коробочку, но выглядит это красиво. Да, тут более такой стандартный вариант альфахора, то есть это печенька и начинка. Вот так это выглядит. Да, очень вкусно. Итак, сегодня я показала вам несколько продуктов, которые повсеместно встречаются по всей Аргентине. И надеюсь, данный ролик был для вас интересным и познавательным. Спасибо большое за просмотр. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Также у меня появился телеграм-канал. Вы можете перейти на мой телеграм-канал, подписаться. И там я оставляю какие-то интересные новости, советы по переезду, рассказываю дополнительные факты про Аргентину, так что переходите по данному QR-коду. Спасибо большое за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока!